Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами вместе оформим вот такую боковинку торта. Обратите внимание, что весь торт украшен белково-заварным кремом. Ну что ж, давайте начнем. Для начала нам нужно выровнять торт так, чтобы у нас боковинки остались с тонким покрытием, а верхушечка была уже идеально ровная. Очень удобно выравнивать торт кремом, который только что взбился. Он еще такой теплый, мягкий, нежный и очень воздушный. После того, как он постоит, он станет плотнее и выровнять будет сложнее. Поэтому, как только взбили крем, нужно сразу выравнивать. Мы берем белый крем, ничем не окрашенный, и разравниваем верхушку. Верхушку мы делаем идеально ровной и опускаем вот эти свисающие части крема на бока. Так, мы спустили крем на бока и стараемся его разровнять по боковинке, двигая шпателем вверх-вниз, вверх-вниз. Так у нас крем ровно распределяется по боковинке. Стараемся сделать так, чтобы не было дырочек, чтобы не было просветов бисквита и крема. Заровняли. Теперь берем какой-нибудь удобный прямой большой шпатель или линейку треугольник. В общем, любую штуку, которую вы можете поставить под ровным углом и загладить торт. Действуйте очень нежно, аккуратно, медленно, потому что белковый крем не любит спешки. Если вы будете быстро это делать, он будет тянуться за шпателем и слезет с торта. Нам нужно сделать тонкий ровный слой на боковинке, чтобы все крошки прижались, чтобы нам было удобно работать. На верхушечке у нас осталась корона. Это крем с боковинки, который поднялся наверх и стал торчать. Мы эту корону аккуратно убираем. Вы можете убрать ее маленьким шпателем или большим, или ножом. Когда-то у меня был только нож, и я ножом научилась очень ровно, аккуратно убирать корону с торта. Все, подровняли. Здесь у нас будет закрыто цветами, поэтому мы сделали ровную, аккуратную поверхность. Если у нас где-то будет просвет, будет виден просто ровный тортик. Здесь вот эти дырочки, которые остались, это не катастрофично, потому что мы будем делать интересную боковинку. У нас с вами есть торт, есть крем, есть лопатка, есть мисочка. Давайте замешаем цвета, которые нам нужны. У нас будет с вами градиент. Он будет от темного спускаться вниз к светлому. Поэтому самый первый цвет, который мы делаем сиреневый, темный оттенок. Самый темный, который у нас будет на всей боковинке. Так, мы добавили сиреневый краситель. Я взяла сиреневый кредо. То есть нам нужен любой цвет сирени. Если у вас сильно фиолетовый, то вы добавляете фиолетовый плюс розовый, у вас получается сиреневый. Нам нужен цвет сирени. Такой есть цветок очень красивый. Нам нужен именно этот оттенок. У меня получился более такой нежный. Да, сейчас цвет он у нас будет где-то в середине. Мы добавляем еще. Нам нужен более интенсивный оттенок. Аккуратно размешиваем, не надо убивать крем так, чтобы он блестел или сильно тянулся. Нам нужно
перемешать. Добавляю еще. Так, здесь вот вполне достаточно. Некоторые полоски крема у нас остались, ничего страшного, все это в пакете промешается. Мы будем украшать боковинку насадкой 125К. Подойдет любая прямая насадка. Если она у вас сильно широкая, немного сусьте ее, сжав плоскогубцами. А что мы можем еще для цвета сделать? Мы можем нанести краситель прямо в пакет. Но имейте в виду, что будут полосочки. Чтобы у нас было полосок меньше, мы краситель распределяем по пакету не полосками, а размазываем по кругу. Закладываем крем. И начинаем класть вот такие вот лепестки. Ну, здесь что-то вроде небольшой радуги. Мы цепляемся кремом, подвигаем вверх, немножко поднимаемся и опускаемся вниз. Дорисовали радугу, отступили. Начинаем не совсем с конца, а как бы внахлёст идем. Поднимайте вот этот ободочек чуть выше, чтобы у нас по краям торта была вот такая вот красивая каемочка. Старайтесь носик насадки не отгибать от торта. Если вы отогнете, то вы низом насадки процарапаете здесь линию, и лепесточек у вас, вот эта вот радуга, отвалится от торта. Поэтому держите ровно, и даже носик, вот этот верх насадки, немножко загните на торт. Направьте его немножко на торт, тогда у вас получится ровная радуга. Поработайте над нажимом. Приставьте насадочку, прилипли вот вы к торту, начинайте нажимать и двигайтесь вверх. Здесь заканчиваете, когда движение, перестаньте нажимать и оторвите насадочку. Здесь у нас так получилось, что первую порцию мы подкрасили еще в пакете, да, и у нас прям яркий-яркий тут идет цвет. Поэтому, так как у нас будет градиент, у нас, видите, мы подошли к началу и видим, что здесь цвет светлее. У нас так получилось потихоньку. Краситель уходил, и здесь пришел уже к тому, что стало на тон светлее. Поэтому мы можем смело продолжать здесь полоску дальше, пока верхняя часть отличается от нижней по цвету. Вниз мы переходим, и внизу также делаем такие вот маленькие радуги внахлёст с предыдущими. Вот у нас цвет уже стал одинаковым, поэтому нам нужно пересобрать пакет. Вот у меня в пакете есть краситель, поэтому, крем. Я его отсюда выжимаю, нам этот крем понадобится. Кладем белый крем светлый и подмешиваем сюда уже окрашенный крем. Нам нужно сделать на 2 или на 1 тон светлее, но нужно сделать так, чтобы крем было прям видно на границе, что он светлее. Так, давайте приложим, да, видно, что он светлее, все хорошо. Мы его закладываем. Так, вот здесь у нас белый непромешанный остался. Нужно его промешать, а то все это на торте вылезет. Из этого пакета
цвета весь крем выдавили, темного цвета весь выдавили в миску, закладываем сюда более светлый. И более светлым кремом продолжаем украшать небольшими вот этими вот радугами наш торт. Мы украшаем до тех пор, пока наш цвет выглядит более светлым, чем предыдущий слой. Так, вот мы встретились со своим более светлым оттенком. Так, добавляем 2 столовые ложки примерно крема и перемешиваем. Так, у нас получается еще более светлый оттенок. Еще более светлый оттенок перекладываем в пакет, в тот же самый, из которого мы делали предыдущие полосочки. И продолжаем делать наши полосочки радуги. Видите, у нас получилось продлить круг. Мы не закончили на одном обороте, потому что наша вот эта полоса выглядит еще достаточно контрастно на предыдущей. Так, ну вот здесь мы уже закончим и снова будем выбелять крем. Повторяем процедуру. Выжимаем наш крем. Весь из пакета мы выдавливаем, чтобы потом сразу начать с более светлого. Часть крема убрали, добавляется белый. Аккуратно перемешиваем. Сильно убивать крем нельзя, потому что у него нарушится текстура и могут быть печальные последствия, даже такие, что крем просто стек с торта, поэтому будьте аккуратными. Так, мы заложили наш еще более светлый крем в пакет. Часть сдавливаем, чтобы темная полоса прошла предыдущего крема. И снова приступаем к украшению торта. Повторяем процедуру, сдавливаем крем, часть крема убираем. Так, я даже часть этого уберу, добавлю еще белый. У меня будет практически белесый сиреневый, выбеленный сильно-сильно. Закладываем крем в пакет, сдавливаем и продолжаем украшать торт. И вот мы уже до низа торта дошли. Этим цветом закрываем торт до самого низа. Сверху донизу мы закрыли нашу боковину. Теперь внизу нам нужно сделать аккуратную окантовочку. Чтобы сделать белые бусинки кремом внизу торта, мы берем белый крем, хорошо его промешиваем, потому что непромешанным кремом делать вообще ничего нельзя, будут одни пузыри. Это при условии того, что хорошо взбит крем. Все, промешали. Кладем в пакет чистый. Делаем на кончике дырочку подходящего нам размера, где-то соответствующую примерно трубочке тройки.
можно потренироваться на боковинке вашей миски. То есть мы делаем шарик, надуваем, сводим вниз, снова надуваем шарик, сводим вниз, надуваем шарик, сводим вниз. Так вот, например, украшаем сначала нашу миску. Она будет у нас красивая, в классическом стиле. Вот, а потом плавно переходим к торту. Ну вот, посмотрите, какая красота у нас получилась с помощью одного пакета, одной насадки и рук. Очень здорово смотрится, особенно белково-заварным кремом, как мы с вами и сделали. Именно для этого торта мы с вами старались делали такую красивую боковинку. В следующем видео я покажу вам, как сделать эту шикарную шапку из тюльпанов всего 3 насадками «Русский тюльпан». Спасибо вам за лайки!